Ну что, друзья, приходила сестра, привезла мне заветные коробочки Кымдан. 3 коробочки я получу, 3 коробочки Алекс получит. Вот. В общем, везу с собой. Тетя мне приготовила шурпу. Во. Сейчас разогрею, покушаю, мукбанг, может, сниму. Ну, может, чуть попозже, а то я не сильно голодная. Паби, шурпа и еще овощей мне положила, как это мило. В общем, тетя меня любит, я ее тоже люблю. Она у меня лучшая, она у меня вторая мама. Я ее обожаю. Она об этом знает, я не раз ей в этом признавалась. В общем, спасибо, тетя Мила, вам огромное. Вы самая лучшая тетя на свете, самая внимательная, самая заботливая, самая классная. Я вас обожаю. Я вас люблю, жду, скучаю. Приезжайте, встретим самым наилучшим образом. Вот. Доброе утро, страна, ты у меня совсем одна, остаешься без нашего... Ой, немножко грустно, друзья, всем доброе утро. Покрывало с кровати Алексей увез уже, оставляем тут олененка, цветуечки и моего любимого смайлика. Покрывало увез, поэтому у меня вместо покрывала сборная солянка. Детское покрывальце, взрослое покрывало, полотенце. Вот. Постельку я заправила, настроение отличное, к полету готово. Вчера, как пришла с больнички, я вам уже показывала, постирала. Сейчас все это дело соберу, сушилку сложу. Ух, вещи 33 слоя подготовила. Поеду я все-таки в осенне-летней одежде. Вот, потому что с зимней одеждой там в Турции делать нечего. Везде порядок. Упс. Так, ну, почти везде. У детей я тут толком и не лазила. Вот. Камеры. Почему вся квартира, задавали вопрос, в камерах? Вся квартира абсолютно в камерах, все под видеонаблюдением, под чутким контролем нашей доблестной полиции. Вот. Ну, собственно, что сказать? Брать-то у нас вообще нечего от слова совсем. Даже если это старье вынесут, то мы только спасибо скажем, потому что если когда-нибудь соберемся продавать квартиру, то, скорее всего, нам это придется делать самим. Вот. Все, что ценное для нас осталось в этой квартире, так это вот фотографии, которые пока, к сожалению, мы оставляем, но в будущем заберем. Вряд ли наши личные фотографии представляют еще для кого-либо ценность какую-то. Но камеры были установлены ранее. Задавали вопрос, вы что, не доверяете тете? Ну что за бред, друзья мои, сейчас. Моя тетя для меня вторая мама, я ее обожаю, она очень хорошая, очень внимательная, очень добрая. У меня о ней только положительные воспоминания. Я ей об этом уже неоднократно говорила. Она у меня лучшая. Но что значит не доверяю тете, друзья мои? Конечно, я ей доверяю. Но когда она к нам приезжала жить, сразу мы обговаривали тот момент, что, во-первых, она в Ташкент собиралась летать. А во-вторых, у внучки ее началась учеба, а учится она там, где живет, рядышком школа. Соответственно, сестра моя двоюродная работает, и ее муж тоже работает. Вот, внучку водить в школу нужно. Поэтому тетя съехала от нас. Вот, внучку, чтобы водить в школу. И на тот период, когда она здесь живет, она отключает камеры. Когда она здесь не живет, она включает камеры, сдает все на пульт. В общем, все тут под чутким контролем, все как положено. Мы перестраховались как могли. Вот. Ну, теперь уже, как я уже сказала, мы вывезли из квартиры абсолютно все, что представляло для нас какую-либо ценность. Поэтому сейчас даже переживать уже не стоит. Но, тем не менее, все уже установлено, все уже готово, пусть оно работает.
Вот, пусть оно будет под контролем. Что вам сказать? Я очень переживаю. Сейчас поеду в аэропорт. Папа Ирай сказал, что я имею право провозить только одно место в ручной клади. То есть я не имею права на дамскую сумочку. В дамской сумочке, естественно, как и у любой девочки, у меня ничего, кроме там документов, кошелька, личных каких-то девчачьих штучек нету. Поэтому, если авиакомпания начнет мне клевать мозг, я должна быть готова к тому, я готова к этому, а не потому, что тоже заранее предупреждают, но когда мы летели в июне, никто мне за дамскую сумку ничего не сказал. Вот. Посмотрим, как будет сегодня. Если будут придираться, документы в руки возьму, кошелек в карман куда-нибудь попихаю. Ну, короче, буду как-то выкручиваться из ситуации. Естественно, доплачивать я ничего не собираюсь, потому что ничего там такого я не везу, за что стоило бы доплачивать. Вот, я готова была переплатить за багаж. Я стала вчера взвешивать, несмотря на то, что мне нельзя тяжелое поднимать, но... Ну, как нельзя? Мне сказали, что у меня несложная операция была, поэтому, в принципе, можно, но не переусердствовать. Вот, поэтому я старалась не переусердствовать. Померила свой чемодан и поняла, что у меня перегруз. Пришлось вытащить бутылку спиртного. Она достаточно тяжелая, литровая стеклянная бутылка. Колбаска, конечно же, для меня важнее, поэтому колбаску я везу, бутылку я вытащила, но мне кажется, что могу чуть-чуть все равно перелимитить свои 20 килограмм. Посмотрим сейчас по ситуации, уже буду выкручиваться, уже там, в принципе, в этом чемодане все настолько мелочевское, что вытаскивать даже больше нечего. Вот, такие у меня дела. Время уже почти 7:30. Проснулась я в В 6 я проснулась. Пока туда-сюда. Сейчас сушилку разберу и уже буду потихоньку из холодильника выгребать продукты, которые я хочу увезти с собой в Турцию. Такие у меня дела. Вчера Алексей... я не уходила с вами на связь, да? Вчера Алексей добрался до дома. Все хорошо. Выгружал вещи, но потом мы что-то как-то и я отключилась, батарейки отошли, и Алексей тоже мне ничего не написал. Ну, видимо, он, я думаю, выгрузил вещи. Он приехал часов в 11 домой вечера. Вот, я думаю, что он выгрузил вещи и завалился спать. Сегодня будет отдыхать. Дети в Адане с друзьями. Алексей, значит, дома. А я сегодня лечу, друзья меня встречают, и мы с детьми и друзьями едем к Алексею. Ну, едем домой. Такие у нас дела, такие планы. В общем, потихоньку буду собираться, буду держать вас в курсе. Ну что, друзья, все я убрала. Сейчас еще вот это платьишко уберу. Осталось мне только одеться. Я частично оделась, а частично еще буду одеваться. Чемоданы все запаковала уже, и заморозку, и из холодильника. В общем, у меня один чемодан ручной клади. Не знаю, дамскую сумочку, если не пропустят, то буду что-то как-то городить скотчем, что ли, сюда. Я не знаю, как это вообще будет выглядеть. И один чемодан у меня багажный, 20-килограммовый. Собственно, все. Я готова, жду только брата. Газ перекрыла, воду пока не перекрываю, мало ли еще в туалет захочу или руки помыть. А так, в принципе, подарки тут друзьям оставила. Друзья придут, сами заберут. Не получилось, к сожалению. Было огромное желание. Очень я хотела встретиться с Тимошкой, поснимать его на камеру, но наша подруга чем-то заболела. Она говорит, меня лихорадит уже 3-й день. Давай, говорит, не будем рисковать, тебе в поездку. В общем, я не знаю, чем больна, говорит. Диагноза у меня нет. Лежу, плохо себя чувствую. Поэтому по этой причине, к сожалению, не смогла попасть я к Тимоше. Но она обещала, как поправиться, снять его на камеру, чтобы детки смогли с ним немножко повидаться. Будем созваниваться с сестрой Алексея. Она забирает у нас Тимошу. Когда сможет приехать, будем уточнять этот момент.
Вот, в принципе, я к полету готова. Время 25 минут 9, брат за мной приедет к 9, сейчас я ему позвоню. Ну что, друзья, я в Домодедово. Оделась в 7 слоев, вроде пока не замерзаю. Спасибо большое. Приехала на такси, брат меня не смог проводить. 2 чемодана у меня на колесиках. Все, руки будут заняты, я погнала. Вот так выглядит аэропорт Домодедово. Добро пожаловать, welcome. Я взяла тележку, немножко освободились руки. В принципе, 7 слоев одежды меня спасают. И московская зима не сильно-то меня замораживает. Руки только мерзнут. Ладно, пойду в здание. Потом еще что-нибудь покажу. Елочки здесь тоже. Смотрите, какая красота. Ой. Интересно, вот эти голубенькие, это что такое? Зачем? Подождите. Так это лавочка. Вот это ничего себе, прикольненько. Фух, что-то я запыхалась. Это лавочки, оказывается. Подошел, опустил, сел, отдохнул. Крошка-картошка. Обожаю крошку-картошку. Уф. Аэроэкспрессы вон там приходят. А я пришла ко входу номер 3. Сейчас пойду внутрь здания, буду искать свою стойку регистрации. Так. Упс, погнали. Лента досмотра. Вот здесь и вон еще мужчина. Пойду туда. Вот здесь никого нет. Упс. Я уже прошла первую ленту досмотра. Взяла опять тележку, потому что ту тележку пришлось снаружи оставить. И иду искать информацию о том, какая у меня стойка регистрации. Так, это Airlines S7. То нам не нужно. Слушайте, огромнейший аэропорт. Не вижу табло электронного. Это нормально? Что-то я не соображу. Где табло? Почему нет табло? Регистрация. А подскажите, пожалуйста, ни одного электронного табло не вижу. О, спасибо большое. А я по центру еще одно, короче, там сбоку. Хожу. Мужчина подсказал. Так, сейчас мы посмотрим. Вылетаем мы в час. Анталия. Вот. Регистрация в 10:15 с 1 по 5 стойку. Погнали наши городских. Это нам туда. В самый конец практически. 1 и 5 стойка. Вот такой огромный аэропорт Домодедово. Фух. Skyberry. Coffee House Skyberry. Ну, какая миленькая собачка. Фух. Ладно. Иду, короче. Паспорт подготовлен. На стойке регистрации уже очередь скопилась. 5 стоек регистрации. Но здесь, видите, змейковое вот это ограждение. И каждый идет согласно своей очереди в освободившуюся стойку. Это есть очень хорошо. Вот. Ну что, прошла я паспортный контроль. Уже вышла на посадку. Но у меня до посадки еще есть время, поэтому пойдемте с вами в бизнес-зал. А еще я хочу по duty-free прошвырнуться, потому что получила задание от брата
среднего, чтобы я купила самую лучшую, самую дорогую водку для наших, русскую водку, для наших турецких друзей в знак благодарности за племянников. Вот так он сказал. Поэтому мне нужен дьютик и мне нужен бизнес-зал. Пойдемте искать. Смотрите, какой прикольный космонавтик. Ёлочка, даже в аэропорту. Новый год чувствуется. Так, сейчас с Алексеем созвонюсь еще. Смотрите, и здесь какая беленькая елочка. Что я вам хочу сказать? У меня была дамская сумочка, достаточно переполненная. И даже я там банку сметаны везу. Думала, что мне ее придется выкинуть. И чуть ли не такой же вес, как у моего багажа. Моя ручная кладь имеет. И без проблем. Потому что компания Pegasus. Огромное спасибо ей за то, что она есть. Это турецкая авиакомпания. Никогда, сколько мы с ней летали, ни разу не возникало никаких абсолютно проблем. Балантайс 16 евро. Девушка, а можете мне подсказать самую лучшую и дорогую русскую водку? Онегин, зерновая. Есть вот в подарочной упаковке с двумя роксами. Угу. Есть просто вот такая вот без роксов, тоже подарок. Или вот такая нам. Угу. Вот. Можно еще также рассмотреть мерку. Угу. Так, белуга. 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 И кремлина водка у нас. Сейчас смотрите. Привет. Привет. Кремлина водка такая, она легко бутылочка. Угу. Прям премиум водка тоже. Тоже премиум водка. Это Вообще вот Онегина это очень хорошая. Это какой дизайн, мне кажется, такой поинтереснее. Кремлин. Кремль было бы написано. Да. А хотя Кремль, да, Кремль, выбит? по идее, я думаю, просто Кремль уже написано на английском. Поняла. Ага, 45 евро. Это литровая, да? Да. Скажите, если я здесь бутылку беру, еще в Анталии могу взять? Или вы не знаете этих Я правил? не знаю, но вот сейчас женщины заходили, говорит, что да, в Анталии, если у вас на присадке, да, я так понимаю? Да. Там просто не разрешают больше литра на взрослого человека. Ну вот, да, мне девушки, только что девушки подходили, они говорят, что в Анталии можно еще литр, да. Еще литр. Да, литр они там и вино еще не разрешают. Ага, поняла. Все, спасибо большое, сейчас будем думать. Я пришла в бизнес-зал аэропорта Бадыщ. Аэропорта Домодедово. Здрасте. Упс. Меня из предыдущего бизнес-зала отправили в зал Priority Pass. Типа моя карта там у них не обслуживается. Пойдемте посмотрим, что здесь. Елочка. Новогоднее настроение. Здрасте. Такое ощущение, что здесь попроще. Здесь взлетную полосу видно. Можно уединиться вот в такие кабинки. Так, давайте посмотрим, чем здесь кормят. Пироженки, булочки, сэндвичи. Сейчас я примастырюсь. Пирожок с яблоком. Алексей бы заценил. Шоколадный кекс. Обычный кекс. Сэндвичи с сыром. Водичка, соки. Там еще один есть бизнес-зал, в который мне можно пойти. Я, может, туда схожу, вам тоже покажу, что там. Здрасте, чем там кормят. Чай Гринфилд, кофе. Ну вот, чем отличаются российские бизнес-залы от турецких. Так это то, что здесь есть салаты, закуски, горячее. Пожалуйста. Это у нас салат из белокочанной капусты, салат оливье с курицей. Посуда различная. Здесь давайте посмотрим. Макароны, рис, тефтели и куриная подлива. Снизу можно взять различные напитки по своему желанию и вкусу. Ну так, выбор небольшой, но есть что покушать. Я даже не знаю, снимать вам здесь что-нибудь или пойти в другой посмотреть, чем кормят. Что я хочу-то, что я хочу, я даже не знаю.
Ну, давайте салат съедим, какой-нибудь подливу съедим. И какие-нибудь кексики наберем. Так, здесь написано сэндвич с сыром, сэндвич с ветчиной и сыром и пирожок с капустой. Кетчуп и махеев, горчица и этот майонез. Так, чисто теоретически, если я сяду и в лицо мне будет... Хотите на взлетную полосу вот так смотреть или нет? Ладно, сейчас я подумаю, какую мне выбрать локацию. И сниму вам что-нибудь. Вот тут, мне кажется, самое удобно будет.